Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким будет месяц май для тех, кто родился под знаком зодиака Весы. У нас будет один общий вариант, одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. Мы рассмотрим общую атмосферу мая, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. Итак, уважаемые Весы, устраивайтесь поудобнее и давайте посмотрим. Общая атмосфера мая, какая она будет. Май для Весов будет полон какой-то, вот знаете, важной информации, которую вы получаете через разговоры, но все касается, знаете, вот дел сердечных. Здесь может быть влияние третьих лиц, могут быть вопросы, связанные с соперниками, соперницами, тайными отношениями. И в связи с этим здесь очень много диалогов, через которые вы стараетесь решить те вопросы, которые будут назревать. Но для вас все решится в максимально благоприятном ключе. Карта лилии – это символ искренности, это символ нежности, это очень благополучная карта, которая говорит о том, что могут, конечно же, события решаться не так быстро, как нам хотелось бы, потому что это медленная карта, но в любом случае они будут решены в благополучном, благоприятном для вас ключе. Давайте теперь посмотрим сферу работы у Весов. Работаете с удовольствием. Делаете то, что вам нравится. Кто-то работает удаленно, кто-то едет в командировку. Вопросы, которые связаны с командировками, с какими-то поездками, могут вызывать у вас некое такое, вот знаете, такое состояние враждебности, да, когда вам нужно отстаивать, защищать свои позиции. Но благодаря тому, что вы знаете, что вы делаете, вы четко выполняете свои обязанности, должностные какие-то вот инструкции соблюдаете, у вас здесь будет намечаться карьерный рост. Королева жезлов – это женщина, которая идет вперед к намеченной цели и реализовывает намеченные ею планы. Поэтому в целом вы делаете то, что вам нравится. И атмосфера будет весьма такой благоприятной. Но для того, чтобы продвинуться вперед, для того, чтобы достичь каких-то результатов, придется вести такие не самые простые диалоги. Придется прям вот, знаете, где-то даже воевать. Но нужно сказать, что вы одержите победу во всех спорах, во всех диалогах, во всех дискуссиях. И карьерный рост, какое-то вот продвижение вперед, оно не заставит себя ждать, потому что вы здесь в позиции победителя. Вы здесь, вот ваша позиция правая на самом деле. Что касается финансов для Весов в мае. С финансами. Ждете каких-то поступлений. Да, здесь, знаете, как будто бы вот создаете условия, да, закладываете почву для того, чтобы ваш доход увеличивался. Но здесь про деньги. И деньги, как правило, здесь будут приходить через, вот знаете, через партнерство, через взаимодействие. Шестерка пентаклей – это прям вот обмен, да, это взаимное какое-то вот оказание услуг, сотрудничество. Очень многое будет зависеть от того, с кем вы работаете, с кем вы взаимодействуете. И здесь, вот знаете, в мае все хорошо, да, то есть вы при финансах, вы при своем стабильном положении, но здесь есть еще чего ждать. В дальнейшем ваши доходы будут увеличиваться и приумножаться. Естественно, вы об этом знаете, вы этого ждете, и вы, нужно сказать, что этого дождетесь. Что касается личной жизни. Личная жизнь у Весов в мае. Влюбленные. Ну, во-первых, здесь личная жизнь есть, да, есть чувства, есть
есть партнеры, но дело в том, что и змея, и влюбленные, они указывают на то, что здесь могут влиять третьи лица, да, то есть любовники, любовницы, соперники, соперницы, все это может действительно отыгрываться. Тем не менее, здесь, знаете, вот все, опять же, развивается, складывается в положительном для вас ключе. Новых знакомств я не вижу. Отношения с тем человеком, который уже присутствует в вашей жизни, они развиваются. Причем развиваются весьма гармонично, даже несмотря на присутствие, на влияние третьих лиц. Туз жезлов – это страсть, это развитие, это стремление куда-то вперед. Но опять же, лилия, умеренность – это медленные карты. Это говорит о том, что, во-первых, ваши отношения вот текущие, они будут длительными. И несмотря на наличие влияния со стороны третьих лиц, все равно все будет благополучно и благоприятно. Здесь, знаете, как понимание того, что вы связаны, да, вы со своим партнером, со своим потенциальным партнером, как будто бы представляете, вот знаете, гармоничный союз. Вы связаны какими-то невидимыми нитями, которые дают вам уверенность друг в друге, несмотря на то, что вот где-то кто-то может козни строить, где-то кто-то может стараться вот соперничать. Все равно вы уверены в том, что все будет хорошо. И вы знаете, но скорее уже не в мае, скорее в июне. Здесь есть чего ждать. Карта Шут – это как выход на новый уровень. Это как обретение какого-то нового статуса. И у многих это может быть долгожданная беременность, долгожданное предложение руки и сердца, потому что вы движетесь к тому, чтобы обрести статус императрицы. Ну да, десятка кубков. Но это уже не в мае, это июнь, июль, более такие поздние сроки. Но сейчас идете вот правильной дорогой, правильным путем. Что касается совета, как себя стоит вести, чего придерживаться весам в мае. Весам в мае чего придерживаться? Стремиться к своим целям, не сворачивать с намеченного пути. Семерка пентаклей, ожидание терпеливое. Здесь, знаете, будут какие-то ситуации, в которых нужно просто терпеливо подождать. Вот это касается и финансов, это касаться может и личной жизни. Здесь не нужно бояться перемен, потому что они придут обязательно. Верьте в то, что все получится, цели будут достигнуты, результаты вас, безусловно, порадуют. Важно вот именно быть терпеливыми, потому что если мы срываем незрелый плод, мы потом не получаем должного удовлетворения, должного удовольствия. Поэтому умейте подождать, умейте дождаться, результат вас, безусловно, порадует. Чего остерегаться весам в мае? Посмотрим, чего остерегаться. Корыстных людей. Десятка пентаклей. Вообще хорошая карта. Десятка пентаклей – это семья, это союзы. Но смотрите, вот здесь очень часто, когда смотрела на обороте, карта смерть была в финансах. Шестерка пентаклей, да, это карта продуктивного взаимодействия. Это хорошая карта на финансы, но очень часто здесь, знаете, вот вкладываются люди по-разному. Вы стараетесь, а кто-то работает спустя рукава, да, вот грубо говоря. И поэтому вот таких корыстных людей, которые будут вам не помощниками, а балластом, вот их нужно именно остерегаться. И остерегаться их стоит прям в мае. Кстати, здесь змея, она тоже как, знаете, вот такие вот хитрые, не совсем честные люди, она также отыгрывается. Иерофант. Вообще, опять же, Иерофант – это хорошая карта, это карта правильности, традиционности, но здесь не старайтесь уходить, вот знаете, в состояние святости. Это положительная карта, безусловно, но в связи с тем, что рядом с вами могут находиться корыстные люди, люди неискренние, не нужно стараться действовать по такому принципу, что ударили по правой щеке, подставь левую, да, не нужно стараться, вот знаете, вот страдать ради того, что вот какая-то идеология, да, я правильный, я правильная, да, я буду действовать по-библейски. Вот здесь библейские принципы, они не всегда вас будут выручать. Здесь нужно где-то будет и зубки показать. Здесь нужно будет аккуратно себя вести с теми людьми, которые действительно не искренне желают вам добра. Но вот вы знаете, принц мечей это как вот отсечение, да, это вот такие вот спорные моменты, конфликтные моменты, когда вы просто вот знаете, вот наотмашь отказываетесь от взаимодействия с теми людьми, которых вы
собственно, считаете недостойными себя, да, вот здесь стоит аккуратно от них отстраняться, чтобы не было такого, что, вы знаете, перья летят. Нужно это сделать весьма осторожно. Да, здесь придется отстаивать свои границы перед лицом вот этих вот змеек. Просто выстроить границы, не нужно устраивать войну. Надеюсь, доступно объяснила. Понятно? Потому что месяц в целом будет для вас благоприятный, весьма, уважаемые весы. Просто вот данные нюансы, да, данные советы, их стоит учитывать. Стремитесь, идите к цели, умейте быть терпеливыми. Знайте, что в любом случае для вас все решится благоприятно и благополучно. Вот такой был прогноз у нас для весов. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.